Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое. Сегодня я хочу показать вам моделирование вот этой блузочки. Моделировать я буду по базовой основе плечевого изделия. Ничего здесь сложного нет, буквально пару линий, но они играют большую роль. Давайте начнем все-таки со спинки и моделировать и рассматривать блузку со спинки. Значит, что здесь по спинке? Спинка просто вся открытая. Держится на одной пуговке, на одной петельке. Петелька воздушная, пуговка на высокой ножке, совершенно круглая, как бусина. Вот такая вот интересная у меня, но может быть вы найдете что-нибудь другое подходящее, да. Значит, здесь очень открытая спинка, то есть вырез по спинке такой полукруглый. От пуговки вниз идет вот так вот, как галочка, смотрящая вниз. Да, такая, то есть тоже раскрытый. Есть пройма, то есть пройма мы сохраняется, да, она у нас талиевая, то есть талиевая выточка по спинке сохраняется, боковое приталивание сохраняется, выточка по полочке талиевая, она просто игнорируется, а выточка нагрудная переводится вот такие вот складочки. То есть, ну, тут смотря, то есть зависит от того, насколько у вас большая грудь, насколько у вас широкий раствор выточки, ну и настолько у вас здесь будет вот эти вот защипы или складочки. И еще интересная модель – это горловина. То есть горловина держится просто на вот таком ручейке по переду, да, то есть ручеек уходит в горловину, горловина стоечка, и держится еще по спинке вот на таких тоненьких бретельках, которая идет от проймы вверх. То есть от проймы разреза вот так вот она идет вверх. Здесь у меня никакой обработки, то есть можно сделать было обтачку, у меня не хватило ткани, но у меня просто обработка, обработала я оверлоком и сделала одну подгибку, то есть никакой тут премудрости нет. Что касается горловины, кстати, это просто полоска ткани. Я вырезала ее из масла. У меня пайетки на масле. Она очень хорошо сутюживается. То есть я ее хорошенечко вот так разложила, растянула, сутюжила именно полукругом. Я ее продублировала в таком виде и продублировала из габардина ту же деталь, то есть такую же полукруглую деталь. Габардин у меня, габардином служит подкладка. Можно, конечно, подкладку из другой ткани. Ну вот я решила, что у меня просто черная, другой черной ткани просто не было. Габардин достаточно приятная к телу ткань, то есть, ну, как бы она не доставляет каких-то неудобств. Вот. Продублирована у меня только основная деталь, габардин я не дублировала, но она достаточно вот такая вот стоечка получилась жесткая. Сейчас я, кстати, расстегну и покажу, как она выглядит в расстегнутом виде, да, насколько я ее сутюживала. Вот, смотрите, вот так. И сзади она застегивается на пуговки, точно такие же пуговки, кругленькие, как бусины, на высокой ножке. И петельки у меня здесь воздушные, просто вот из той же ткани, из которой сама блузочка. Кстати, ткань у меня точно не скажу какая, потому что я ее покупала, она называлась просто блузочная. Но на ощупь она похожа на шелк Армани, либо что-то схожее с софтом. Ну, наверное, вот что-то такое вот приблизительно, да, Ниагара, софт, шелк, атлас может быть тонкий, легкий, то есть вот такие вот ткани подойдут. Итак, переходим к раскроечному столу. У меня уже откопирована на кальку полочка-спинка. Начнем со спинки, как я уже сказала, начнем со спинки. Вспоминаем, что к базовой выкройке основе у меня, то есть по моей базовой выкройке основы прибавка 6 сантиметров. И к обхвату груди, и к талии, и к бедрам 6 сантиметров. Эту прибавку я оставляю. Поэтому просто сейчас дублирую, то есть провожу прямыми сплошными линиями боковую линию. Она у нас не меняется. Кстати, за счет того, что у нас расходится вот здесь расходится, если вы не хотите вот такую свободу по бокам, то вы можете вполне убрать отсюда, ну, 1,5-2 сантиметра. То есть это уже ваше дело, я не убирала. Далее, смотрите, по центру спины. По центру спины я оставляю вот эту вот приталенность. Дальше мне не нужно. Вот линия талии. Выточку я тоже оставляю. Выточка нам будет нужна. То есть, ну,
приталивание по спинке просто, ну, здесь будет некрасиво, да, если выточки не будет. Хотя можно оставить и без выточки, проверить, да, как оно вообще будет смотреться. Я не пробовала. Итак, прорисовала выточку. Далее, смотрите, что касается проймы. Я опускала пройму на 1,5-2 сантиметра. Точно сейчас не скажу, но это уже, допустим, вы сейчас опустите на 1,5 сантиметра. Если захотите, можно и на 2,5, и на 3 опустить, да. Кстати, я не сказала, что эта блузочка, конечно же, должна носиться без белья. То есть, понятно, да, я бюстгальтер надела, потому что манекен у меня достаточно маленький, грудь маленькая, а блузочка сшита достаточно такую на пышную грудь, да. Ну и, конечно, здесь тоже прилегания у меня нет, а по факту блузочка вот так вот она прилегает. То есть она не совсем не в обтяжку, но прилегание такое есть легкое. То есть вот эти 6 сантиметров по базовой основе, они как раз и нужны, больше не нужно. Смотрите, значит, я опускаюсь вниз, ну пусть будет на 2 сантиметра, да, по пройме вот здесь 2 сантиметра. Что касается вот этой линии, вот этого уголочка, я прорисовывала таким образом. От выше точки плеча примерно 2,5-3 сантиметра вот сюда по горловине иду, вот она точка. И примерно вот эти две точки, опять же, все примерно, все на глаз, я соединяю вот такой плавной линией, не прямой линией, не какой-то там сильно изогнутой, а вот такой плавненькой. Дальше, у меня открытая достаточно спинка, да, то есть не просто достаточно открытая, а она у меня, вот этот вырез идет прям до линии талии. Манекен не соответствует моим размерам, поэтому линия талии у меня выше. Вот, от линии талии, я уже сказала, здесь приталивание я оставляю. От линии талии я уже веду, куда я веду свою линию. То есть здесь я делаю полукруг, и куда я ее веду, это уже как бы тоже отдельная история, да. Я могу ее, допустим, провести вот сюда, могу ее провести вот сюда. То есть это уже как бы, ну вот, как нам рука, как говорится, показывает, как глаз нам ложится, так и рисуем, да, то есть как хотим, так и рисуем. Дальше, смотрите, вот эта линия у нас остается как пройма, начало проймы, и вот эту я оставляю, да, но если я прорисую вот так, не учитывая выточку, то у меня выточка не сойдется, у меня там будет просто вот так вот. Поэтому вот эту линию я начинаю. Она у меня доходит до выточки, и я измеряю от линии талии до этой линии, где она у меня заканчивается. У меня получается здесь 15,5, значит этот раствор выточки тоже должен заканчиваться вот 15,5. То есть уже отсюда я веду эту линию. Здесь она у меня идет полукруглая, но можно, кстати, сделать и более спрямленную, да. Если мы ее, допустим, сделаем вот такую спрямленную, то здесь у меня идет линия, так, где она у меня тут заканчивается, 17 сантиметров. Значит, здесь я тоже на 17 сантиметрах буду вести линию вот сюда. То есть понятно, да, какая вам линия нравится больше, такую и делайте. Главное, чтобы выточка совпадала. Кстати, насчет выточки. Когда мы делаем вот здесь вот такой срез, вырез, разрез, не знаю, как хотите, мы выточку должны вверх, раствор выточки по верху, мы должны немножечко расширить. То есть я сейчас с каждой стороны выточки прибавляю примерно по 0,5. Даже чуть меньше. Здесь у нас остается на месте. Вот здесь, сюда я веду на расширение. Надеюсь, понятно. И сюда я веду тоже немножечко на расширение. Видите? То есть выточку я буду вырезать вот так. Вот здесь у меня все это уйдет. Сейчас будем вырезать, и все будет понятно. То есть спинку мы можем, в принципе, уже вырезать. Она у нас уже готова. Я сюда, насчет лямочки, я ничего здесь не измеряю дополнительно. Я уже, когда сошью все вот здесь, то есть у меня, когда уже будет воротничок готов, когда у меня уже будет блузка практически готова, да, здесь останется только лямочка, я примерю на себя и посмотрю, какой длины у меня должна быть эта тесемочка. Все. То есть все это как бы в процессе работы. Вырезаю спинку.
выточку я вырезаю, но на ткани она у нас не будет вырезать. Я вырезаю, чтобы вам было понятно, какие тут где линии, да. Так, сейчас я вот так. То есть мы на ткани ее просто прорисовываем по контуру. Никакие дополнительные прибавки я не делаю, потому что достаточно будет 6 сантиметров вполне. Вырезали нашу выкроечку, нашу спинку. Когда мы сошьем с вами выточку, вот я сейчас ее соединю, вот так. И у нас вот эти линии должны сойтись. Ну, у меня здесь, наверное, будет не видно вам, да, сейчас я так на белый лист положу. Мы сшиваем выточку. Конечно, здесь, когда мы на ткани это все вырезаем, мы выточку не вырезаем. Я почему так сделала, чтобы, во-первых, сейчас соединить, показать вам, что вот эти две точки должны сойтись, а во-вторых, когда мы будем кроить на ткани, удобнее будет по контуру вести нашу выточку. Вот смотрите, я сейчас соединяю контрольные точки выточки, и вот сюда соединяем выточки, и она у меня сходится, видите? То есть идеально. Если что, там можно, в принципе, подправить, подтянуть, либо здесь убрать, если у вас, допустим, вы, ну, не знаю, вот у меня тут, пока я вырезала, или маркер толстый, или что, у меня тут не сходится. Немножечко вот здесь уберу лишнее, или сюда доклеить, ничего страшного. То есть вот я сейчас опять соединяю контрольные точки по выточке, соединяю вот так выточку, допустим, я ее сшиваю, да, вот, и она у меня здесь сходится. То есть вот эта линия, уже потом вы можете ее выровнять, да, если вам она не нравится. Уже на ткани, когда мы будем ее подгибать, или вы будете делать обтачку, или будете ее подгибать, здесь она вполне может выровняться. То есть ее легко выровнять. Давайте вот я сейчас вот так соединю. Вот так. Как она может выровняться, да, покажу сейчас. Вот она у меня идет. Немножко здесь неровная линия, да. Мы просто ее вот так вот чуть-чуть, совсем капельку. Вот так. Когда уже выточка будет сшита, иначе не делайте. То есть до того, как выточка сшита, не делайте. Когда уже выточку сошьете, выточку можно подвернуть вот в эту сторону, в сторону среза, чтобы лишнее как раз срезать. И когда вы будете делать подгибку, она все это спрячется, подогнется. Все, вот я ее выровняла, вырезаю. Еще раз говорю, это уже после того, как выточка соединена, сшита, да. Так, значит, со спинкой все понятно. Я сейчас ее обратно разрежу, чтобы она у меня была не топорщилась так, да, чтобы вдруг, что мы потом будем соединять. Соединим и посмотрим, все ли у нас сходится. Значит, смотрите, по спинке, насколько мы опускались от проймы, настолько мы опускаемся и на полочке. То есть, смотрите, линия бока у меня остается. Я ее прорисовываю прямой линией. Так. Отсюда я убираю, допустим, 1,5-2 сантиметра. Здесь какую вы хотите ширину вот этого ручейка. Тут уже вы тоже решайте сами. У меня она примерно на 1,5 сантиметра от центра. Вот он мой центр. Примерно на 1,5 сантиметра, вот я ее беру. То есть горловину я вообще здесь ничего не трогаю. Да, вот она у меня как есть по базе. Отсюда я так и беру. 1,5 примерно сантиметра. И веду вниз, ну, немножечко расширяя, а дальше уже я должна вывести вот сюда. Опять же, это как бы ваша рука владыка. Если есть лекала какие-то там круглые, полукруглые, пожалуйста, используйте их. Вот я, допустим, веду, опять же, на глаз, но линия должна быть логичной, да, то есть она не может быть какой-нибудь вот такой, или здесь, чтобы вот как-то, вот, ну, в общем, она должна быть красивой, логичной, и, в принципе, все, здесь больше никаких линий не будет, мы просто должны вывести выточку нагрудную вот сюда вверх, чтобы сделать складочки. Может быть, у кого-то будут защипы, если, допустим, грудь маленькая, да, у кого-то, может быть, легкие сборочки будут, но мы в любом случае переводим выточку нагрудную вверх.
Все, я здесь все это вырезаю. Уже ничего мне не нужно. От высшей точки груди я просто вот так произвольно разрезаю вверх, соединяю выточку, совмещаю раствор выточки. Конечно, выравниваю вот здесь линию бока. Можно сделать так. То есть вот я ее разрезаю, да, еще. Можно сделать так. Ну, в принципе, вот так. И теперь, естественно, вот это место. Сейчас я приклею, чтобы уже никуда ничего не убежало. Видите, как получается? Здесь сюда уходит, здесь сюда, то есть они даже никак не совмещаются. Но здесь я советую сделать, то есть я советую не делать сразу там вот какой-то глубокий вырез, вот такой, да, вот такой, как мы там придумывали себе, как мы хотим здесь открыться. А мы сделаем здесь наоборот, именно по этим линиям, да, вот так вырежем. И так, ну я сейчас уже здесь тоже приклею. Вот так приклею, чтобы уже ничего не убежало. Вот. Мы делаем здесь такой как бы бугорочек, да? Для того, чтобы, когда мы будем уже на ткани вырежем, когда мы будем закладывать складки или защипы, или что у вас там будет, мы можем вполне, опять так же, мы сделаем защипы, сколем булавочками или сделаем наметку и уже будем смотреть, что здесь лишнее срезать, да, то есть выровнять, отрезать, срезать, это уже как бы другая история. Поэтому мы сейчас вот так это все оставляем, и у нас практически, ну то есть не практически, а просто готова наша выкройка. Наша выкройка готова. Вот она спинка, вот она полочка. Так, вот он наш боковой срез. Мы сейчас линию талии сверяем. Здесь у меня опять же, ну я не измеряла точно, поэтому у меня тут не сходится, оно должно сойтись. И смотрите, что у меня здесь еще по блузке. У меня получается перепад длины, да, я думаю, видно. Перепад длины. Этот перепад длины мы тоже можем сделать как бы сразу. Вот она линия бедер. Допустим, где-нибудь сантиметров 5 от линии бедер. И я потихонечку иду сюда, вниз. Здесь оно у меня закрыто, то есть прямо идет. И потихоньку иду вниз. Теперь от линии бедер. Вот я прикладываю линию бедер с линией бедер. Дальше сюда. И тут, ну здесь просто мне не хватило. Просто я вот так сейчас приклеиваю. Еще один кусочек. Вот, я начала здесь, да? И как вы там пойдете дальше? Куда? То есть, насколько вы хотите сильно ее опустить? Вот эти вот уголочки. Но не забывайте, что здесь еще за счет того, что здесь расходится спинка, она как бы еще опустится, да, то есть смотрите, вот я ее, если соединю, вот этот срез, то у меня получается не так она опущена. Если я опускаю, она ниже, да, то есть тут уже как бы тоже сами решайте, насколько вы хотите ее, вот этот уголочек сделать ниже. Может быть, вы вообще не захотите делать перепад длины, а захотите сделать ровную, да, то есть тут уже как бы решать вам. Вот я убираю лишнее с полочки. Соединяем по боковой линии. И у меня получается, видите, вот он перепад длины. В принципе, все. Вот она наша полочка. Здесь у нас будут складочки. Кстати, вот эти складочки, и у меня они в центр, да, смотрят. Вот они в центр смотрят. Но они могут смотреть и в сторону проймы.
Вот так. То есть как я их закладывала? Вообще, в принципе, закладывала на себе. Когда у меня уже были вот эти все вырезы, я надевала на себя, скалывала булавочкой по спинке. Там еще пуговки, конечно же, не было. Скалывала булавочкой и уже на себе формировала эти складки. Потому что, во-первых, еще раз говорю, это без белья. Да, носится блузочка, а базовая выкройка у нас построена на белье. Поэтому как бы тут все равно будет разница. Выточка может быть больше или наоборот меньше. Да? То есть тут уже как бы, в общем, смотреть нужно на нас самих. Ну и в принципе все. Я уже сказала по поводу вот этой лямочки. Тоже это все делается на себе. Ну, то есть формируется, да, мы на себя надеваем, мы уже примерно там уже, то есть я булавочками скалывала сюда и булавочками скалывала сюда. И уже там смотрела, надо подлиннее или наоборот укоротить. То есть вот так вот. Вот такая получилась у меня интереснейшая блузочка. К ней еще есть брючки из той же ткани. Но брючки тоже совершенно простые, совершенно прямые. Ничего там такого нет. Поэтому брючки я уже показывать не буду. Я имею в виду, крой брючек уже построено очень много. В общем, на сегодня я заканчиваю. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезно, понятно и интересно. И я думаю, то есть я надеюсь, что обязательно кто-нибудь из вас сошьет что-то похожее. Не обязательно делать именно так. Можно же внести какие-то свои нюансы, какие-то свои коррективы, какие-то свои фантазии, да. Может быть, это будет, я уже сказала, может быть, это будет не такая стоечка, а, например, поуже. Может, это будет, допустим, вот такая же тоненькая лямочка вот сюда пойдет, и здесь будет завязываться, да, то есть и как бы фантазируйте, и у вас все получится. Кстати, вот этой лямочки может здесь и не быть. Блузочка может держаться на одном вот этом ручейке, если вы уж слишком так можете себе позволить откровенно, да. И вот здесь она может идти, допустим, от проймы, идти сразу вот в этот разрез. Но я как бы себе не решилась такую блузочку сшить, поэтому я решила, что у меня будет держаться она еще на дополнительных лямочках. Да, еще хотела сказать, что если у вас хватает ткани, сделайте лучше обтачку. Как мы делаем обтачку? Ну, это понятно, да? То есть обтачка обязательно должна повторять детали верха. То есть, ну, я имею в виду вот эти верхние вот эти срезы, да. Здесь у нас должна быть обтачка. Давайте прорисуем обтачку, наверное, все-таки. Да, то есть мы еще не заканчиваем, а прорисовываем обтачку. Ну, допустим, она пусть будет у нас вот такая примерно шириной сантиметра 4-5, я думаю, будет достаточно, не нужно много. Вот такая будет обтачка, вот она, будет обтачка здесь. То же самое сюда. Здесь может быть она цельной, может быть вот так отдельной. То есть вы, смотрите, здесь на обтачке мы повторяем защипы, мы повторяем выточку, то есть на обтачке мы тоже повторяем. Здесь мы можем вот так вывести, опять же, обтачку до выреза вот этого, до разреза. Ну, например, да, вот она будет у нас обтачка. Вот она будет у нас вот такая обтачка. Когда мы делаем обтачку, да, допустим, мы сделали обтачку, вот здесь мы измеряем и здесь измеряем, эти линии у нас должны сойтись. Вот эти линии вот здесь и вот здесь. И здесь мы ее сшиваем. Либо мы вот так прикладываем, вот так. Как я уже первый раз, да, уже приклеивала, вот так прикладываем, и уже вот таким образом мы делаем обтачку. То есть сначала мы вырезаем из ткани деталь, когда мы уже будем готовы, здесь склеиваем, вот так склеиваем, делаем цельную вот эту деталь, вырезаем, и как бы уже и не думаем, сшивать тут, не сшивать тут, что тут сшивать. То есть вот так, да, понятно. Ну и кажется, я уже все рассказала, все показала. Что касается воротничка, я уже рассказала. Что касается пуговки, петельки, я рассказала. Как делать воздушную петлю, наверное, вы знаете все. В общем, фантазируйте, и у вас все получится. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Всем пока.